Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, вот я провязал 57 ряд до конца, выполнил последнюю арку из 7 воздушных и соединился соединительной петлей с первым столбиком без накида. И вот, когда после последнего повторения, вот здесь, где у нас эти группы сходятся, я соединился столбиком без накида и довязал вот эти недостающие наши 3 арки. Раз, два и 3. И всего вот как раз у нас получается 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть в этом повторении у нас было просто 10 арок. А в этом повторении мы провязывали вот эти две наши группы столбиков с накидом. Теперь приступаем к 58 ряду. В этом ряду, вот в этом первом повторении, мы будем вязать точно так же, как вязали в предыдущем ряду во втором повторении. То есть будем провязывать вот такие две группы. То есть у нас также будет образовываться вот такой вот ромб из вот этих наших столбиков. А в этом повторении мы будем вязать просто арки. Итак, я выполняю соединительную петлю в следующую арку сразу же, одна воздушная и еще одна соединительная под эту же арку. То есть мы пробираемся, как обычно, в середину нашей арки. Одна воздушная и столбик без накида сюда же, в эту же арку. Теперь мы выполняем сразу группу наших вот этих столбиков с накидом. Одна воздушная, накид, и в следующий столбик без накида мы провязываем наши 2 столбика с накидом и 4 петли между столбиками. Раз, два, 3, 4, столбик с одним накидом, сюда же. Одна воздушная и столбик без накида в следующую арку. Затем у нас одна арка из 7 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида в следующую арку. И здесь у нас идет следом наша вторая такая группа. Одна воздушная, накид, и в следующий столбик без накида провязываем столбик с накидом. 4 петли, раз, два, 3, 4, накид, и в этот же столбик провязываем столбик с накидом. Одна воздушная и столбик без накида в следующую арку. То есть, по сути, вот это место самое сложное в этом ряду. Везде, в остальных местах, мы просто провязываем наши арки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 из 7 воздушных петель. Я уже не буду показывать, здесь в принципе все просто. То есть вот мы чередуем в этом повторении, вот мы провязали наши вот эти две группы. То есть вот здесь у нас образуется наш вот этот ромб. Вот одна была, 2, теперь 3, теперь опять будет 2 и потом будет 1. А здесь вот мы провязываем вот эти все арки, в каждую арку столбик без накида и 7 воздушных. И вот когда подходим ко второму нашему повторению вот этого нашего узора, вот в предыдущем ряду мы вязали также вот эти две арки, мы здесь просто провязываем наши арки. То есть столбик без накида в арку 7 петель, столбик без накида в арку здесь 4 петель, опять 7 петель, столбик, 7 петель, столбик, 7 петель. То есть просто вяжем. И у нас получается в одном раппорте вот эти две группы столбиков с накидом, а в другом раппорте у нас просто арки из 7 воздушных петель. Все вяжем таким образом ряд до конца. Итак, чтобы вы наверняка не путались, я провязал несколько раппортов, и сейчас я посчитаю и вам скажу, сколько арок у нас должно быть. То есть вот у нас начало ряда. Вот видно здесь утолщение у меня, то есть соединительными я пробирался в центр арки. Мы с вами связали вот эти две группы, между которыми одна арка из 7 воздушных. И теперь до следующих таких групп, до следующего раппорта, вот она, у меня видно, вот здесь начинается опять такая группа, одна арка и группа. И между ними у нас должно быть 18 арок по 7 воздушных петель. Вот я считаю вместе с вами. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-я арка. И у нас уже начинаются наши следующие вот эти опять группа столбиков, одна арка между ними и вторая группа. И опять уже в следующем повторении, в следующем раппорте, вот они у нас начинаются опять эти две группы и одна арка из 7 петель между ними. И также вот я с вами считаю. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. То есть мы выполняем 18 арок по 7 петель, и у нас идут вот эти группы. Ну и также можно ориентироваться по рисунку. То есть вот здесь видно у нас как ромбик такой формируется. Вот они, столбики. Идут 1, 2, потом было 3. Сейчас опять 2, потом будет у нас 1 там дальше. Все. То есть ориентируйтесь. Если вдруг вы путаетесь, между этими группами у нас 18 арок. Провязали 58 ряд до конца, выполнили последнюю арку из 7 воздушных петель и с первым столбиком соединились соединительной петлей. И вот я посчитаю также вместе с вами. То есть вот у меня последние, где они тут у нас, вот эти группы, между ними одна арка. И также у меня, я считаю вместе с вами, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. То есть везде у нас в раппорте между вот этими группами 18 арок. То есть у меня узор сошелся, я нигде ошибок не сделал. Все хорошо. Теперь приступаем к 59 ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться в середину арки вот этой следующей из 4 воздушных. Я выполняю соединительную. В следующую арку одной воздушной петли, в следующий столбик, затем в следующую арку, одна воздушная и соединительная под эту же арку. Вот так. Одна воздушная и столбик без накида сюда же, в эту же арку. Теперь в этом ряду у нас будут арки по 8 воздушных петель. И нам сейчас нужно провязать 11 арок из 8 воздушных петель. Выполняем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида в следующую арку из 7 воздушных. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида в следующую арку из 4 воздушных. И здесь вяжем в каждую арку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В каждую арку выполняем столбики без накида. И между столбиками у нас 8 воздушных петель. И таким образом нам нужно провязать 11 арок. Так, сейчас я посчитаю, сколько я уже связал арок, где у нас тут начало ряда, вот оно. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 арок я провязал. Арки по 8 воздушных. Теперь у нас выполняем нашу одну, у нас будет только одна группа вот такая наших столбиков. Одна воздушная, сразу после 11 нашей арки. Накид и в следующий столбик сразу без накида, который у нас идет, выполняем наши 2 столбика с одним накидом, 4 воздушные. Одна воздушная и в следующую арку у нас столбик без накида. То есть все, в этом повторении мы завершили наш вот этот ромб. Сейчас я вам покажу, вот так будет, наверное, виднее. То есть вот у нас идет столбики 1, потом 2, потом 3, теперь 2, и вот остался у нас 1. То есть вот такой у нас ромб из этих узоров получился. И также у нас будет в следующем ряду, только уже в другом.
раппорте, в другом повторении. А сейчас выполняем просто арки по 8 воздушных. В каждую арку выполняем столбик без накида и 8 воздушных. И получается, мы сейчас провязываем вот это все место, потом следующее повторение, где у нас мы в предыдущем ряду вязали вот эти группы, в этом повторении мы просто арки вяжем. То есть столбики будут у нас в каждую арку из 7 петель и из 4 петель. Везде будет просто в каждую арку столбики и 8 воздушных петель между ними. И когда дойдем опять до следующего повторения, вот здесь, где у нас в предыдущем ряду были просто арки, мы в этом ряду выполняем нашу одну такую оставшуюся группу. Я сейчас провяжу до этого места, где мне нужно будет сделать одну последнюю группу. И сколько у нас арок между одной группой и другой, вот где мы сейчас находимся, и вообще в раппортах, сколько у нас между вот такими группами будет получаться всего арок, я провяжу, вернусь и покажу. Итак, вот я провязал до следующего повторения. То есть вот он наш ромб, завершенный уже. Вот одна наша группа из столбиков и 4 петли между ними. И вот я провязал все арки. Просто здесь у меня по одной арке. Из 8 воздушных петель в каждую арку мы выполняли. И вот наше самое первое повторение. И от такой группы до следующей такой группы у нас должно быть 20 арок по 8 воздушных петель. Вот я вместе с вами считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот у нас должно быть 20 арок. И потом после 20 арки у нас идет вот эта группа для формирования нашего вот этого узора. Теперь после этой группы мы соединились сразу столбиком без накида, и у нас опять пошли арки. Вот я провязал уже одну, еще 19. То есть провязал такую группу, теперь всего 20 арок, и будет опять такая группа. Опять 20 арок, и опять будет такая группа. Все, продолжаем вязать ряд таким образом до конца. Итак, провязали 59 ряд до конца, выполнили последнюю арку из 8 воздушных, и с первым столбиком здесь просто соединились, как обычно, соединительной петлей. И вот в конце ряда у меня получилось, я провязал, то есть вот она, последняя моя группа, то есть вот он наш ромб, здесь узор наш. После него у меня получилось 9 арок, потому что мы в начале, когда начинали вязание, у нас было 11 арок мы провязывали. Вот она, наша следующая группа, вот здесь. Мы провязывали 11 арок, и так как у нас в раппорте здесь между такими узорами, точнее, группами столбиков, у нас должно было быть 20 арок, вот 11 мы провязали в начале, и вот у меня в конце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь вот у нас продолжение, точнее, как сначала мы вязали 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И вот у меня следом идет наша группа. То есть узор у меня все совпал. Теперь приступаем к 60 ряду. Мы также соединительными петлями пробираемся в центр вот этой нашей следующей арки из 8 воздушных. Выполняем соединительную в следующую арку. 1 воздушная и соединительная под эту же арку. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же, в эту же арку. И в этом ряду мы будем делать вот в этом первом повторении то же самое, что мы делали во втором повторении предыдущего ряда. То есть вот мы будем провязывать одну вот такую группу. Вот здесь посередине у нас. И сейчас у нас она сразу. То есть мы сделали столбик без накида, 1 воздушная, накид. И сразу же в следующий вот здесь столбик без накида мы провязываем наши 2 столбика с накидом и 4 петли между ними. 1, 2, 3, 4, накид. И в этот же столбик без накида столбик с 1 накидом, 1 воздушная, и в следующую арку у нас столбик без накида идет. То есть вот у нас здесь также наш узор. Вот они у нас столбики, 1, потом 2, потом вот они 3, потом 2, и сейчас мы завершаем наш вот этот узор, ромб, вот этот, последней этой группой. Далее мы теперь вяжем просто арки по 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 воздушных петель и в следующую арку соединяемся столбиком без накида. Итак, провязываем в каждую арку столбик без накида и 8 воздушных петель между столбиками. Когда я дойду до следующей вот этой группы, до следующего повторения, где нужно будет выполнить одну такую группу, я вернусь и посчитаю вместе с вами, сколько в раппорте у нас должно быть арок между такими группами столбиков. Итак, вот я провязал до следующего повторения. Вот он, наш ромб. Провязал вот эту группу столбиков. И теперь вот у меня начало ряда, где у нас здесь вот видно утолщение соединительной петли. Начали мы сразу с группы этих столбиков. И теперь между ними, ну, по логике вещей понятно то, что у нас должно быть 20 групп, как и в предыдущем ряду, потому что ряд у нас такой же, только мы местами поменяли наши вот эти группы. Но все равно лишним не будет, пересчитаем еще раз. Вот группа самая первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот она, 10-я арка. И сразу после этой арки у меня как раз идет группа. То есть 20 арок, группа, 20 арок, группа. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если что-то непонятно или есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Не забывайте подписываться, тут очень интересно, много классных видео и еще много всякого классного у меня в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь и там тоже. А с вами был я, Эд. До скорого.